Привет, друзья! У нас наступила осень, и несмотря на то, что Киев похож больше на Лондон, хочется поговорить о Париже. Париж — это красиво всегда, в любую пору года. Башня, Монмартр, много велосипедистов, много мотороллеров. И единственный вопрос, который сейчас у вас есть, это какого черта происходит, почему мы не говорим о той штуке за мной. Секундочку, я просто хочу, чтобы вы поняли, что это как бы машина, это не плод тяжелых наркотиков, а обычная эволюция. В Париже много мотороллеров абсолютно разного типа. И дело в том, что так как погода там меняется, так же как и у нас, они стали модернизироваться. Появились мотороллеры, у которых есть такая плащевая ткань, которую вы одеваете на себя, садитесь и едете. То есть ваше все тело защищено от дождя. Потом появились мотороллеры, у которых есть стеклянная крыша. Также появились мотороллеры, у которых есть стеклянная крыша, дворник, сиденье. И вот, внимание, Twizy — это как раз продолжение вот этой эволюции. Это есть крыша, есть 4 колеса, то есть мотороллер, в котором вы более комфортно сидите, на вас сверху ничего не капает. Может также разместиться второй человек. И когда вы подходите к нему с точки зрения мотороллера, все его как бы непривычные вещи с точки зрения автомобиля становятся понятны. Но непривычные вещи, я имею в виду то, что дверь у нас есть, и она красиво открывается, но стекло у нас не сверху, как обычно, а снизу. Ну и как стекло, это пластик. Все, что я рассказывал, это больше касалось стандартного Twizy. У нас же Renault Sport F1. Twizy начал выпускаться с 2011 года, и в 2013 году Renault, чтобы подтолкнуть продажи, сделала такую хайповую версию. Нарядила его в полностью карбоновый обвес, который стоит, скорее всего, как 2 Twizy. Плюс на заднее сиденье поставила штуку, двигатель-генератор и какие-то еще батареи. Скорее всего, это что-то типа суперконденсатора, которые выдавали на маленький промежуток времени около 100 лошадиных сил. То есть эта штука весом 500 килограмм могла ускоряться быстрее, чем Megane RS, допустим. Так для чего был сделан Twizy F1? Просто с целью маркетинга. То есть, чтобы громко заявить о себе. Но это как Илон запустил Tesla Roadster в космос, или как BMW иногда делает надежную машину. В общем, никто этого не ждал. Но самые внимательные из вас, наверное, уже обратили внимание, что заднее сиденье здесь все-таки есть. Вот оно находится за, как это неожиданно, но прямо за передним сиденьем. История такая, что была эта машина привезена в стандартном виде, а потом уже человек здесь превратил ее в кастомную версию, напоминающую Twizy F1. Потому что F1 не в продаже и где-то сейчас стоит в музее. А эта машина ездит по дорогам общего пользования. Здесь на самом деле все элементы карбоновые, причем было вложено огромное количество сил, времени в то, чтобы она выглядела как выглядит. Этот тюнинг, в принципе, отбил всю целесообразность этой машины, потому что было сделано она как мотороллер, чтобы ездить по пробкам, узким таким улочкам, быстренько, а теперь она так не ездит, потому что она стала шире в 2 раза. Время начинать, наверное, какие-то покатушки и соревнования. Первое соревнование — это будет разгон 0-100 с Теслой, и эта шутка, скорее всего, не зайдет, потому что Twizy не разгоняется до 100. Есть версии Twizy, которые до 50 не разгоняются. Но не переживайте, у нас самая мощная версия. В ней 17 лошадиных сил. Да, и разгоняется она до 80, а на самом деле есть еще и менее мощная версия, это 5 лошадиных сил, и разгоняется она до 40 км в час. 45. Здесь это уже важно. Я долго думал, какие соревнования нам придумать, потому что, просто так снять обзор этой машины неинтересно. И принял решение, что она сразится с Теслой, но в тех дисциплинах, в которых она сильна. Первая дисциплина. Надо будет сквозь пробки доехать в центр города. Но так как она в тюнинге, соответственно, часть этой опции у нас отсутствует. Но у нее есть другая сильная сторона. Она невероятный магнит притяжений, просто магнит для взглядов. Очень много людей на нее смотрят, вне зависимости от того, понимают они в машинах или нет. Показателя будет 2. Насколько много людей обратят на нее внимание по дороге. И второй показатель, кто раньше доедет. Ну а сравнивать мы будем с самой нарядной машиной.
я бы так сказал. Самой нарядной Теслой из нашей коллекции осень 2019. Она такая, что о ней можно говорить долго. И если это видео наберет 5000 или больше лайков, я с удовольствием посвящу целое видео отдельно этой машине. Здесь есть что рассказать, и мы ее сравним с какой-то красивой бензиновой машиной по прямой. Ну, в общем, все как мы любим. Нам главное определиться теперь, Данил, ты будешь на какой машине ехать? Ну, вообще, сейчас я думаю, что пробок небольшое количество, и 700 лошадиных сил пригодятся больше, чем 17. В общем, по дороге мы засекаем, какое количество людей обратит внимание на одну или другую машину, ну, то есть на ту, которой мы едем. И второй момент, кто первый приедет, что если я поеду на Тесле, то ты не настолько отчаянный и жаждущий победы, что ты будешь вытворять то, что я буду вытворять по дороге на Твизе. У меня было 2 смарта. А, так я пешком могу поставить. И я буду ехать там, где ходят люди. Хотя нет, подожди, у меня же не BMW. Нет. От чего ключ? Я заблокирую дверь. А, их две. Ой, какой он грязный. Божечки. Я здесь все равно, лучше я умру. У этой машины 5 звезд по безопасности. Но если мерить звездами такими... винника. Или винник, да. Нет, пристегнись. Да новый пуховик, да? Пристегивайся. Он, смотри, он все равно будет грязный. Одна лужа, и вот мы выехали с мойки. Мы выехали с мойки, и я заехал в одну лужу. Посмотрите. А ты не спешишь никуда, да, я смотрю? Ну, 700 лошадиных сил мне поможет. Я в пол нажал. Ну, конечно, Подожди, давай поменяемся. Все, я... Там, тарарам. Поедем короткой дорогой. 20, 30, 40. Сейчас просто чувствую себя очень комфортно. Даже здесь слишком много печки. 50. 66 километров в час. Я могу ехать без навигации, потому что у меня, в принципе, карта показывает и так все пробки. На Твизе хочется сказать, что подвески в принципе нету. Собираем людей, которые смотрят. Никто не смотрит. Люди фоткают, это значит, что просмотров будет много. Оно не смотрит. Тише, тормозов вообще нету, просто нету. Если я сейчас дотронусь до Hyundai, я дотронусь всем карбоном мира за все деньги мира. Обратите на меня внимание. Это же красивая машина. Одного капюшона мало, потому что очень холодно. Очень холодно. На остановке может кто-то? Нет. Есть просмотр. Данил поехал по набережной, а я поеду через Подол. Спасибо. Есть аварийка? Я даже поблагодарю. Так, по-прежнему ни одного взгляда. Здравствуйте, добрый вечер. Вот он бы проехал просто как на мотоцикле. А так я занимаю место, как одна целая машина. Алло. Данил, сколько тебе показывает навигация ехать? Сейчас, подожди, я посмотрю. Вообще, я сейчас делаю криминал, я разговариваю с рулем по телефону. Мне показывает 7 километров. 7 километров это понятно, а время? Время? А значит, почему ты спрашиваешь? Просто я хочу сравнить, я поехал через Подол, а ты поехал по другой дороге. Слушай, я не могу... Так, все, Все, пока ты меня отвлекаешь, я просмотры не могу считать. Мне осталось 15 минут. Сколько народу обратило внимание на твою машину? Так, куча, спасибо. Пока что у меня один. Нет. Один. Ты медленнее доедешь, и никто смотреть не будет. Все, подожди, я... Тут люди фоткают. Я надо тоже фоткать. Эх, плохо. Теперь мы не знаем, кто едет из нас быстрее. У кого больше шансов по навигации. У меня показывает 23 минуты. Но здесь у меня хреновейшая дорога. На 21 колесах здесь ездить в принципе не рекомендуемо. Давайте ехать, что же вы стоите, елки-палки. Еще одни. Валим, это газ в пол, если что. Пропускаем. О, раз. 2. 3. 3.
всего. Красавец. Как дела? Нормально. Не открывается? Александр Куницкий. Будем считать его 11. Лошадей. Так, где-то здесь должен выезжать уже Данил. Потому что вот здесь наши дороги соединяются. Так, на. Только не брусчатка, пожалуйста. Ёлки. Ну как так можно? Но он сам не пролазит и другим не дает. Пешеход, 700 лошадей. Огромный плюс того, что при всем желании ты не сможешь задавить человека. Ты сможешь только упереться в него, как в бордюр, и все. Здрасте. Хотел спросить, сколько, потому что я уже вот недалеко. Недалеко? Тогда я победил. Почему? Потому что я совсем недалеко. Я настолько недалеко, что уже вижу это место. Это шикарная победа. Подожди, ты уже здесь? Блин, это какой-то ужас. Я был уверен, что я приеду первый. Я устал тебя ждать просто. Ты уже объездил весь палац, на экскурсии сходил, все что может. Там сзади машина, давай, я убирай свое ведро, это скопарта, и все. Развернусь, спасибо. Я надеюсь, тут... Да, тут должна быть задняя передача. Сейчас, не она. Да, проверим пеленочку. Белая и сухая. Есть две проблемы. Она не едет, она не тормозит, и она хочет перевернуться каждый раз, когда ты наезжаешь, например, на гусеницу или муравья. Я слышал, что водителей электромобилей раздражают постоянные вопросы. Сколько проезжает? Это электромобиль? Это капец, да, это да. Смотри, здесь, ты когда стоишь в пробке, люди открывают окна и задают то же самое, но с двух сторон. Это было... И самое главное, что ты не можешь здесь делать вид, что ты не слышишь, потому что у тебя нет окон. Сколько народу на тебя обратило внимание? Все. Я насчитал 11 человек. Я не мог считать, потому что если бы я еще считал, то я бы точно куда-то впилился. Это тут просто процесс руления. Я Ну, просто даже устал. сейчас вот люди обращают внимание. Там я хочу селфи. Вот, кстати, напротив чего он был? Напротив Тесла? Да, конечно. Это моя мечта. Ну вот вы же подставной человек, вам же Богдан утром звонил. Да. А ты слышал, какой тут сигнал? Действительно. Хотя, слушай, ну Давай добавим... перевернем. Давай перевернем ее. Мне интересно, я смарт пробовал, смарт тяжело перевернуть. Мне кажется, что 100 тысяч просмотров не окупит Никогда. Ну, разве переворот что этой машины. прорекламируем 1x что-то, какой-то офф-бар. Все пропускают. Вообще без исключений. Все вообще. Ну просто они телефоны То есть держат, одна и из- они как бы, им надо снять ее, поэтому, естественно... Это одна из тех машин, которые, вот как я люблю, не вызывает никакой пролетарской злости. Здесь есть второе место. На нем может разместиться человек. Честно говоря, я очень хотел, чтобы здесь сел Александр Демченко назад. И мы с ним покатались так на работу и с работы 2 раза. Но он сейчас отсутствует не в стране. Да нет, едем назад, смотрим, сколько она пробежала, сколько осталось Нет, мы батарейки. едем обратно точно так же. Это теперь кто первый доедет до места, которое нельзя Да называть. нет, все, я уже потратил все. Я так скакал на этих 21-х колесах, так хотел победить, и так был уверен, что я победил. Да ты у меня взял и отнял хорошее настроение на целый день. Я не хочу. Можно я на ней больше ехать не буду? Ёлки, как ехать на ней? Интересно. 33 километра в час. У меня такое впечатление, что я еду 70-80.
Блин, какой острый руль становится на такой скорости. И как отсутствуют тормоза. Кто-то мне мешает ехать. Пропускает, спасибо. И впереди у нас Верховна Рада Украины. Это тот момент, когда справа этот Тwizy просто проехал бы и поехал к светофору. И это печаль, потому что столько пропадает свободного места. Даже вот та штука не может проехать. А кто это здесь отстает? Я сейчас выйду напрямую и все станет понятно. Это Газпол, да? Газпол! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Знакомься, это брусчатка. Да, 100 страшно. Да. Но... Не. Да, от общения здесь не скрыться. Да как, нормально, только что мужик предлагал на октав поменяться. На ржавую октаве, говорит, меняется? Богдан серьезно вырвался вперед в пробке. И у меня пока единственная надежда на все 700 лошадей. На все 700. Я думаю, что велика вероятность того, что он окажется резко с рюкзачком Uber Eats и будет подрабатывать. Спасибо, 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 спасибо. Меня сейчас просто выбросит из седла. У меня скорость 23 км в час. Данила по-прежнему нет. Это было больно. Скорее всего, это пробка из-за него. Очевидно, что он будет ехать в правом ряду, я надеюсь, из уважения к другим участникам дорожного движения. Поэтому правый ряд будет стоять, и мы поедем влево. Но смотрят реально все. Вот смотрите, толпа. Кто из них не смотрит? Смотрят все. 100%. Машины притормаживают. Блин, проехал брусчатку, а Данила таки нет. Мы обгоняем «Газель». Мы догоняем следующую «Газель». 58 км в час. А где он делся? Он не мог так далеко уехать. Идем на обгон. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, как страшно. Ой, сейчас будет бугорбот. Ой, елки-палки. 70! 72! Да не может быть. Это какой-то ужас. Он снова приехал раньше? Как это происходит, я не могу понять. Я вообще, это знаешь, у меня воли к победе не было. Я побеждать не люблю. В общем, мы проехали всего 20,4 километра. У нас осталась практически половина батарейки. Что нам говорит о том, что в принципе, как и обещали характеристики, 7-киловаттная батарейка в худших условиях, а с этими колесами для этой машины это всегда худшие условия, она проезжает реально 50 километров. Сегодня мы выяснили, что машина, которая выглядит ярче, привлекает больше внимания, батарейка, которая меньше, проезжает меньше, и там, где нет окон, холодно, а там, где нет подвески, трясет. Подписывайтесь на канал, а мы будем пробовать показывать вам больше интересных эмоциональных машин. Так что увидимся, пока!